5 завтраков в аэрогриле, которые действительно хочется готовить снова и снова. Сегодня вас ждут и хрустящие, и сытные, и сладкие варианты. Яичница в тортилье, бутерброды с творогом, омлет-лепешка по-корейски, горячие бутерброды и нежная запеканка с голубикой. Смотрите до конца, уверена, как минимум один рецепт станет вашим новым любимым завтраком. Первый быстрый рецепт – яичница в тортилье. Интересный способ, как приготовить яйца в аэрогриле. Для рецепта нам понадобится тортилья, у меня цельнозерновая, можно использовать лаваш, яйца, сыр, помидор, лук. Идеально подойдет шпинат или любые другие ингредиенты, которые у вас есть, например, ветчина и болгарский перец. Сыр разрезаем на небольшие брусочки, понадобится 4 штуки. Я нарезаю на 2 ломтика и их делю пополам. Получается вот такой брусочек. Берем цельнозерновую тортилью. Закручиваем брусочек сыра с одной стороны и закрепляем зубочисткой. Также поступаем с другими сторонами, чтобы получился своего рода квадрат. В центр разбиваем яйцо, можно оставить его цельным, но мне нравится разбивать его немного венчиком. Можно посолить, добавить любимые приправы и сверху кладем любимые ингредиенты. У меня это немного зеленого лука и помидор. Сыр не добавляю, потому что у нас достаточно много сыра в каждой из сторон. В центр квадратика на яйцо кладем немного помидора и зеленого лука. Я еще раз все хорошо размешиваю. Сюда идеально подойдет ветчина или колбаса. Можно добавить немного соли и любимые приправы. Выкладываем квадратик в аэрогриль. При помощи силиконовой кисточки беру яйцо из центра и обмазываю края. Края, обмазанные яйцом, также отлично будут держать любые семена. Я посыпаю кунжутом каждый край нашего конвертика. И ставлю в аэрогриль на режим выпечка или режим аэрогриль 180 градусов примерно 8 минут. Такой аппетитный завтрак у нас получается. Очень быстро, вкусно и просто. Извлекаем зубочистки из краев и вам покажу, как выглядит тортилья в разрезе. Сыр немного вытек внутрь и получается очень-очень вкусно. Если не хотите использовать столько сыра, в каждый край можно завернуть, например, сосиску или закрутить ветчину. Тоже будет очень-очень вкусно. Попробуйте. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт – это запеченные бутерброды с творогом. Они очень сытные и вкусные. Как и в предыдущем рецепте, наполнение может быть абсолютно любым, исходя из того, что у вас есть в холодильнике. Для рецепта мне понадобится хлеб. Я взяла 2 кусочка, но оказалось мало для такого количества начинки. Примерно 70 грамм творога, можно больше. У меня оставалось совсем немного творога от другого рецепта. Также я использую ветчину, сыр, помидор и зеленый лук. В емкость перекладываем творог, разбиваем 2 яйца. Добавляем немного ветчины или колбасы. Можно положить, например, консервированный тунец или же красную рыбку. Режем мелко зеленый лук, добавляем нашу смесь. Режу на кубик половину помидора. Из помидора желательно отжать лишний сок, я это забыла сделать. Потом начинка может немного поплыть из-за этого. Натираю немного сыра на мелкой терке, можно воспользоваться крупной теркой, где-то примерно 50 грамм полутвердого сыра. Добавляем любимые специи, у меня это соль, и я решила использовать не обычный перец, а лимонный. Все хорошо перемешиваем, и вот такая начинка на бутерброды у нас получается. Можно выложить хлеб в аэрогриль без бумаги. Я уже привыкла практически всегда ее использовать и подкладываю, даже не думая. Но бутерброд лучше запечется снизу без бумаги, конечно же. Понадобилось, как видите, не 2 кусочка, а целых 4. У меня это тостовый хлеб белый с семечками. И такого количества начинки идеально хватило, чтобы положить на 4 кусочка хлеба. Ставлю запекаться в аэрогриль на 180 градусов примерно 10 минут. И вот такой вкусный, хрустящий, запеченный бутерброд на завтрак у нас получился. Всем приятного аппетита! Сверху бутерброд покрывается такой корочкой, свойственной аэрогрилю, и внутри остается начинка сочной. Получается очень-очень вкусно. Всем рекомендую попробовать такой завтрак. Следующий рецепт – это вариация обычного омлета-лепешку, который я часто люблю готовить в аэрогриле. Такой омлет можно готовить на тортилье, без тортильи, с любой начинкой. И всегда в такой омлет очень вкусно что-то завернуть. Он служит по типу бутерброда.
данном случае готовим такую корейскую вариацию. И в омлет будем добавлять несвойственный ингредиент — соевый соус. Натираем одну небольшую морковь на мелкой терке, чтобы она быстрее приготовилась. Для рецепта нам понадобится разбить в емкость 3 яйца. Зеленый лук измельчаем и добавляем к нашей смеси из моркови и яйца. Немного солю, но можно соль не добавлять. Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса. И для аромата добавляю совсем чуть-чуть кунжутного масла. Это делать не обязательно. Если вас смущает соевый соус, вам кажется, что этот ингредиент не подходящий и будет невкусно, то приготовьте то же самое, только замените соевый соус на обычное молоко. Получится также очень вкусная лепешка. Все хорошо перемешиваем. В аэрогриль выстилаем пергаментную форму, силиконизированную, чтобы покрытие было такое специальное и к нему ничего не липло. Выливаем наш омлет и ставим 180 градусов примерно 8 минут. Режим аэрогриль или выпечка. Пусть вас не смущает, что края бумаги заходят на омлет, он за это время идеально приготовится и так. У меня в аэрогриле 2 тена, если у вас 1 тен, то вы можете тоже приготовить такой омлет. Если есть возможность убрать решетку, то убирайте, кладите прямо на дно в бумаге и готовьте 170 градусов примерно 15 минут. Вот такой омлет у нас получился. Он подходит как хлеб, как бутерброд, можно из него сделать рулет. Я же намажу его крем-сыром, добавлю 2 листа салата. Сначала положила 1, потом решила добавить еще для пользы. Кладу 2 кусочка ветчины, 2 кружка помидора, немного огурчика. Разрежу пополам, и вот такой вкусный завтрак у меня получится. Пусть вас не смущает, как же ощущается соевый соус в омлете, очень вкусно ощущается. Нет какой-то особой солености, нет такого странного привкуса, получается очень вкусно и немного необычно. Попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт очень простой, его любят мои дети. Я такое очень часто готовлю на завтрак, или это отличный вариант взять с собой, например, на море, на пляж, сейчас летом идеально. Для этого понадобится хлеб. У меня это цельнозерновой, небольшой хлеб. Лучше взять для тостов такой крупный, большой хлеб. В емкости разбиваю 2 яйца. Этот шаг можно пропустить, далее вы увидите, для чего я это делаю. В аэрогриль я выкладываю пергаментную форму для аэрогриля. В данном случае это делать обязательно, потому что сверху мы будем выливать взбитое яйцо. Если у вас будет большой хлеб для тостера, то не будет пустот, и в таком случае омлет не затечет просто в никуда. Поэтому используйте хлеб, чтобы 4 кусочка ровно вставали в ваш аэрогриль. Смазываю немного кетчупом каждый кусочек хлеба и сверху выливаю просто взбитое яйцо. Это делать не обязательно, можно просто запечь в таком классическом стандартном виде: кетчуп, ветчина и сыр. Но я добавляю яйцо для пользы, для того, чтобы эти бутерброды были более сытные, и мои дети даже не поняли, что там есть яйца, но на самом деле съели не обычные бутерброды, а чуть более полезные. Я делаю часто так, что-то куда-то прячу, часто добавляю разные овощи в котлеты, чтобы мои дети вообще не знали, что они едят не простые котлеты, а более полезные. Ставлю в аэрогриль на 180 градусов примерно 5 минут. Режим аэрогриль или режим выпечка. Вот такие вкусные, быстрые бутерброды, чуть более полезные, чем обычные, у нас получились. Немного разрезаю ножом те места, где есть яйца. Опять же, если у вас будет хлеб более большого размера и ровно все кусочки встанут в аэрогриль без пустот, получится более красивый вариант. Ну, такой вариант меня тоже устроил, так как другого хлеба на момент съемки видео у меня не оказалось. Вот покажу вам, он не зажаренный, он не запеченный за счет того, что там есть яйцо. Хлеб получается мягкий. Мой младший не любит хлеб в виде сухарика, такой, знаете, который получается из тостера, поэтому такой вариант идеально подойдет ребенку. И последний рецепт сладкий я оставила, так сказать, на сладенькое, он у нас последний. Это невероятно вкусная запеканка, и я спешу с вами поделиться этим чудесным рецептом. Конечно, такой же рецепт можно приготовить и в духовке, но я уже настолько привыкла все готовить в аэрогриле, что для меня это просто обычное дело. Выкладываю в емкость творог. Если у вас обычный в брикете, он тоже подойдет, просто запеканка, может быть, будет не такая воздушная. Если вы живете в Латвии или в Прибалтике, то такой творог называется кулинарный творог. К творогу добавляем яйца, сливки, сахар. Как обычно, я оставлю в описании все ингредиенты, заглядывайте туда. Все хорошо перемешиваем.
Я также добавила немного экстракта ванили. Берем стеклянную форму, жаропрочную, у меня она для духовки с крышкой. Крышку в данном случае использовать не буду. Такая форма идеально подходит для аэрогриля. Смазываю ее маслом сливочным и выливаю тесто для запеканки или чизкейка. Можно положить любую ягоду или даже фрукты. У меня это замороженная голубика, ее я не размораживаю, просто немного утапливаю в тесте и ставлю в аэрогриль. Для того, чтобы стеклянная форма не каталась по аэрогрилю, можно использовать силиконовый перфорированный коврик. Я его забыла положить. Ставим на режим выпечки 160 градусов полчаса. Я вам показываю, что в конце приготовления, если вы немного потрясете запеканку, она будет такой эластичной по ощущениям, как желе. Дайте ей немного постоять, буквально 5 минут в закрытом аэрогриле, и потом эта консистенция больше стабилизируется, не будет уже такой желейной. Такая нежнейшая, вкусная запеканка у нас получается. Всем приятного аппетита. Это что-то невероятное, она очень вкусная. Всем рекомендую приготовить. Спасибо вам за просмотр, за внимание, за то, что посмотрели видео до конца. Я очень вам признательна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из рецептов завтраков вам понравился больше всего. Какой завтрак вообще вы любите готовить для своей семьи? Любите ли вы готовить завтрак в аэрогриле? Будет очень интересно почитать. А мы с вами увидимся в новом видео совсем-совсем скоро. Всем пока-пока, до новых встреч!